Кажется, сегодня удивить кого-то большим премиальным кроссовером становится все сложнее. Этот сегмент уже давно поделен между известными игроками. У каждого есть своя история, свои поклонники и, главное, огромный опыт за плечами. Покупатели таких автомобилей обычно хорошо знают, чего хотят: простор, комфорт, технологии и, конечно же, ощущение, что находишься за рулем действительно особенного автомобиля. И Audi решила не просто присоединиться к этой борьбе, а сразу заявить о себе максимально громко. Компания представила свой новый флагман Q9, модель, которую уже с первых слов можно описать двумя словами – первый и самый. Это первый в истории марки полноразмерный трехрядный внедорожник и одновременно самая крупная модель, которую когда-либо выпускала Audi. Причем дело здесь не только в габаритах. Новинка получила самый просторный салон в линейке бренда, множество новых дизайнерских решений, премиальное оснащение и целый набор современных цифровых технологий. Например, автомобиль обзавелся крупнейшей панорамной крышей за всю историю Audi, а также необычными задними фонарями новой конструкции. При этом Q9 будет доступен в обычной и спортивной с Q9. Под капотом при этом остаются традиционные двигатели внутреннего сгорания. Для Европы подготовят несколько вариантов дизельных V6. А на американском рынке появится самая мощная версия с бензиновым V8, которая способна выдавать 591 лошадиную силу. Но знаете, самое интересное здесь даже не характеристики. Audi выходит в сегмент, где уже давно сформировались свои лидеры. Mercedes-Benz продает GLS почти 2 десятилетия. BMW успешно продвигает X7 с 2019 года, а на американском рынке уже больше четверти века доминируют Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Поэтому перед Audi стоит задача посложнее, чем может показаться. Недостаточно просто показать новую модель, нужно убедить покупателей отказаться от тех автомобилей, которые уже давно доказали свою надежность. И согласитесь, переманить человека, который годами доверяет проверенному бренду, это уже совсем другой уровень игры. Получилось ли у немцев создать действительно достойного соперника для лидеров класса? Что же представляет собой новый флагман Audi на самом деле, кроме громких заявлений? Что он предложит покупателям? И, пожалуй, самый важный вопрос – сколько все это будет стоить? Обо всем этом и не только поговорим дальше в видео. Audi Q9 – самый большой кроссовер в линейке бренда, и это видно не только по ощущениям, но и по цифрам. Длина – 5310 мм, ширина – 2210, высота – 1810, колесная база – 3140 мм. А теперь немного для сравнения. Q9 примерно на 12 см длиннее BMW X7 и на 10 см превосходит Mercedes-Benz GLS. До размеров Cadillac Escalade он все же немного не дотягивает. На старте продаж флагман будет доступен в двух вариантах оформления внешности – более сдержанном базовом и спортивном S-Line. В целом кроссовер сохраняет узнаваемый язык дизайна Audi, но при этом получил несколько заметных отличий. Самое заметное изменение спереди – огромная решетка радиатора. Да, похожее решение мы уже видели на новом Q7, но здесь ее сделали еще шире и выразительнее. Причем ее оформление будет отличаться в зависимости от выбранной версии. И есть еще один момент – передний бампер. Для Audi его форма довольно необычная. Кажется, дизайнеры решили добавить Q9 немного дерзости, чтобы флагман не выглядел просто увеличенной версией знакомой модели. Внешность Q9 построена вокруг идеи большого и уверенного автомобиля. Здесь высокие пропорции кузова, длинный силуэт и широкая посадка. В итоге кроссовер выглядит по-классически солидно. Машина оснащена цифровыми матричными светодиодными фарами с новым микросветодиодным модулем, что позволяет добиться высокоточного распределения света. Фирменная оптика получила и дополнительные функции. Поворотники могут проецировать сигналы прямо на дорожное покрытие, а фары способны предупреждать других участников движения о предстоящих маневрах. Но одной из главных новинок стали изогнутые задние OLED-фонари. В Audi говорят, что такая технология впервые появилась в мире именно на Q9.
Каждый блок включает 512 сегментов, распределенных по 6 панелям, часть из которых выходит на боковые поверхности кузова. Это не только делает дизайн интереснее, но и помогает улучшить заметность автомобиля на дороге. У Audi появилась еще одна интересная опция для серийных моделей – полностью автоматические двери с электроприводом. В них встроены датчики, которые постоянно следят за окружающим пространством и помогают избежать неприятных встреч с препятствиями. Управлять дверями можно по-разному – с экрана в салоне, кнопками на дверной панели, через приложение на смартфоне или по старинке просто потянуть за ручку снаружи. Размер колес для крупного автомобиля будет варьироваться от 20 до 23 дюймов. Уже в базовой комплектации кроссовер получит адаптивную пневмоподвеску, которая позволяет менять дорожный просвет в пределах 90 мм. Для тех, кому важнее более динамичная езда, предложат вариант со спортивными настройками. Несмотря на внушительные размеры, управлять Q9 должно быть проще благодаря подруливающим задним колесам. Они способны поворачиваться на угол до 5 градусов. Ну что, чем удивит новый Audi Q9 под капотом? У флагманского кроссовера пока без громких экспериментов. Проверенный немецкий V6 TDI, но уже с серьезной модернизацией. 3-литровый турбодизель получил мягкую гибридную систему на 48 вольт. Для машины весом почти 2,5 тонны это именно тот случай, когда важна не только мощность, а уверенная тяга с самых низов. Здесь 299 лошадиных сил и 630 ньютон-метра. К дизелю добавили новый стартер-генератор и небольшую литий железа фосфатную батарею. Электромотор может ненадолго помочь при разгоне, добавляя еще до 24 сил и до 370 ньютон. Особенность этой версии – двойной надув. Здесь турбина работает вместе с электрическим нагнетателем, который практически убирает привычную турбояму. Он способен поднять давление наддува до 3,6 бар за 1,2 секунды. Отклик становится гораздо быстрее, особенно на низких оборотах. При всем этом Audi заявляет расход дизеля примерно от 7,4 до 8 литров на 100 километров. Позже появится и менее мощная версия этого же мотора – 245 сил и 500 ньютон. Но в любом случае схема остается классической для Audi – 8-ступенчатый автомат Tiptronic и постоянный полный привод Quattro. Но главным рынком для Audi Q9, как ожидается, станет Северная Америка, и там линейка двигателей будет иной. Базовая версия получит 2- и 9-литровый бензиновый V6 мощностью 429 лошадиных сил и 600 ньютон тяги. Такой вариант сможет разгоняться до 100 км в час примерно за 5 секунд. А для спортивной версии с Q9 подготовят уже 4-литровый V8. Его отдача составит 591 силу и 800 ньютон момента. Несмотря на массу около 2,5 тонн, такой кроссовер сможет ускоряться до первой сотни примерно за 4 секунды. Обе американские версии сохранят 8-ступенчатый автомат и полный привод Quattro. При этом самый мощный с Q9 получит отдельные настройки рулевого управления и подвески, чтобы лучше соответствовать своему спортивному характеру. А максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км в час для спортивной версии. Если заглянуть внутрь, становится понятно, перед нами настоящий флагман. Салон Audi Q9 построен на базе нового Q7, но полностью адаптирован под более высокий статус автомобиля. Первое, что обращает на себя внимание, Audi отказалась от глянцевого пластика. Вместо него используются матовые материалы, натуральное дерево и металл. Центральный элемент салона – панорамный дисплей Audi, объединяющий 12 и 3-дюймовую приборную панель. 14,5-дюймовый центральный экран и отдельный 12 и 3-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Мультимедиа работает на Android и получила встроенного голосового помощника на базе искусственного интеллекта. За звук отвечает премиальная система Bang & Olufsen с 22 динамиками. Она дополнена вибромодулями в передних креслах и динамиками в подголовниках, благодаря чему создается полноценное 3D-звучание.
Причем через встроенный в подголовник динамик можно даже принимать телефонные звонки, не отвлекая остальных пассажиров. Для гаджетов предусмотрены USB-порты и двойная беспроводная зарядка с охлаждением и магнитной фиксацией смартфона. Еще одна интересная деталь – огромная панорамная крыша площадью больше 1,5 квадратного метра. Отдельные секции позволяют регулировать уровень прозрачности, а сама панель получила собственную подсветку из 84 светодиодов, которые синхронизируются с общей атмосферной подсветкой салона. Главный акцент в Q9 сделан на комфорт всех пассажиров. Кроссовер будет трехрядным, в базовой версии – 7-местный, а за доплату второй ряд можно заменить на отдельные капитанские кресла с вентиляцией, подогревом и массажем. Третий ряд тоже обещает быть удобным, а посадка упрощена благодаря электроприводу сидений второго ряда. Передние кресла уже в стандарте имеют подогрев, а дополнительно доступны вентиляция, массаж и подогрев подлокотников. Багажник вмещает 547 литров за третьим рядом. Если сложить задние сиденья, объем увеличивается до 1416 литров. В Audi говорят, что Q9 стал первой моделью марки с функцией частично автономного вождения без необходимости держать руки на руле на скоростях до 130 км в час. За работу системы отвечают сразу несколько датчиков. Радар дальнего действия в переднем бампере, боковые радары и камера на лобовом стекле. Они постоянно отслеживают обстановку вокруг автомобиля, а навигационные данные помогают системе лучше ориентироваться на дороге. Также кроссовер оснащается камерами кругового обзора, системой автоматической парковки и помощником для маневрирования с прицепом. Новый флагман Audi уже можно будет заказать в Европе с конца июля, но первые машины появятся только в ноябре. В США новинка доберется до дилеров ближе к концу года. Что касается цен, то в Европе стартовая стоимость кроссовера составит 108 400 евро. Для рынка Северной Америки модель будет немного доступнее. Начальная цена заявлена 87 700 долларов, а на SQ9 от 119 тысяч. Ну что, друзья, будем на этом прощаться. Если видео было для вас полезным или просто интересным, поддержите канал подпиской. Это как полный бак перед долгой поездкой. Без вас дальше никак. Напишите в комментариях, что думаете, или поделитесь своим опытом. И если знаете кого-то, кто живет автомобилями так же, как и мы, поделитесь этим видео. Пусть в нашем автопарке станет больше единомышленников. Увидимся в следующем видео на нашем канале.